Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на апрель 2023 года. Посмотрим, что вам приготовил этот весенний месяц, так как он обещает быть очень ярким, очень насыщенным по событиям. И работать мы сегодня будем с вами с Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Именно эти инструменты будут нам раскрывать событийный ряд. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Будем смотреть. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан повешенный. Аркан переоценки системы ценностей. Аркан, я не могу назвать трансформацией, могу сказать так, медитативных практик. В какой-то степени немножко быть интровертом, чтобы поменять свою точку зрения на ряд событий, на ряд факторов. И решение проблем или каких-то сложных ситуаций за счет изменения угла, да, вот на эту проблему или ситуацию. По принципу, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Для кого-то углубление в вопросы эзотерики, духовного развития, изучения религии, культуры, языков других стран. И, конечно же, это психологические проработки тех установок, тех ограничений, которые вы сами себе прописали как первооснову, то есть работа над самим собой или самой собой. Конечно же, поскольку у нас аркан многогранен, мы посмотрим, в чем именно он у вас будет отыгрываться. Но здесь изменение себя ради отношений, ради построения личной жизни, или ради укрепления союза, устранения конфликтов. То есть меняться самому, чтобы менять свою жизнь в лучшую сторону. И это касается, опять же, двойка чаш не всегда личная жизнь, это в принципе взаимодействие с социумом, с людьми, с близкими, с кровными родственниками. Поэтому это меняться для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Что у вас в плане работы? Суд. Для кого-то вопросы возрождения. То есть может быть возврат на прежнее предприятие, на прежнюю фирму. Ну а для кого-то это в принципе перемена. Уйти в другую сферу, в другую нишу, может быть создать нечто свое, потому что суд это переродиться, возродиться, но по-новому. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, то суд и умеренность – это зона комфорта, это стабильность, это быть на попечении членов семьи, ваших близких и получать какие-либо дотации от государства. Ощущаете вы, во всяком случае, себя здесь комфортно, я не вижу никакого эмоционального внутреннего напряжения, то есть как бы на все хватает, все базовые потребности закрыты. Если же вы у нас в статусе соискателя, то суд и смерть, не зря карта называется перерождение. Это как изменить ситуацию, изменить поиск, то есть нишу, в которой вы ищете. Это, знаете, как совершенно иной кардинальный взгляд на вещи. Но по принципу, если вы думали, боже, какой из меня программист, а теперь понимаете, осознаете, что да, это именно ваше, я вижу в этом будущее. И активно развиваться в этом направлении. То есть тут кардинальным образом все менять. Тем более, видите, это то, что сделает вашу жизнь стабильной, позволит вам зарабатывать достаточно или даже иметь пассивный источник дохода. То есть здесь как найти ту нишу, которую вы так долго искали. Если же вы у нас наемный сотрудник, то суд и дурак. Это либо у вас новая вакансия на предприятии, то есть вы идете выше, вопрос повышения, либо вы вообще уходите на новую работу, как следствие перерождения и новый этап. Но для вас, видите, это как благоприятно, то есть новые возможности, это рост. Если же у вас свой собственный бизнес, то суд и колесо фортуны – это просто мега-месяц. Это рост вашего бизнеса, это увеличение прибыли, доходности вашего предприятия, это расширение, это новые филиалы, это выход на новые рубежи, то есть взаимодействие с другими регионами, возможно, даже странами. То есть ваш бренд, он узнаваем, он пользуется спросом, и ваши товары и услуги. И действительно, так как, знаете, ухватиться за эту возможность. Финансовая сторона вопроса. Десятка чаш. Прекрасная карта.
карта достатка, жизнь полная чаша, карта гармонии. Опять же, для кого-то может быть получение наследства, поддержка со стороны семьи, траты денег на удовольствие. То есть месяц как никогда продуктивен во всех смыслах, во всех отношениях. И действительно вы будете ощущать себя счастливыми. Опять же, траты на семейные какие-то реликвии, семейные ценности, траты на близких. Причем траты, которые несут вам удовольствие. Вопросы здоровья. Вот здесь ложится аркан Маг. Карта, с одной стороны, позитивная, с другой стороны, имеет свои тонкости и нюансы. Почему? Потому что, с одной стороны, это аркан самоорганизации, самореализации, то есть контроля над режимом дня, над вопросами питания, устранения вредных привычек и так далее и тому подобное. Да? То есть я сам хозяин своей судьбы, своей жизни. А второй аспект — это все-таки обращение к специалисту, в частности к врачу, к тренеру, там, не знаю, к мануальному терапевту, кому угодно. То есть к специалисту, который устранит те проблемы, которые на текущем этапе вам мешают жить полной грудью, да? То есть жить на полную катушку, ощущать себя свободным и во всех аспектах счастливым. То есть устранение первопричин не совсем хорошего самочувствия. Если смотреть вопросы личной жизни, вот здесь ложится 4 чаш. 4 чаш — это когда пресыщение. Вот нет ярких красок. Я хочу эмоций, любви, заботы, подарков, хочу внимания, хочу, чтобы было как в кино. Потому что по 4 чаш это, знаете, как уже все пресно, все приелось. Я хочу вот красок жизни, а этого нет. И вот это вас может загонять в ситуацию какого-то отчаяния. Но сейчас посмотрим, как для вас отыграется данный аркан. Итак, для тех, кто у нас свободен. Королева Пентаклей. Вот не зря у вас первая карта выпала повешенный. Это переосознание собственной значимости, собственной ценности. Это вкладывать в себя любимую или в себя любимого. Это, в принципе, взращивать свою самооценку для того, чтобы поменять отношение к самому себе. И, как следствие, меняется окружение социума по отношению к вам. И видите, по королю мечей. Вы будете на голову выше всех. И более того, несмотря на вашу, может быть, в чем-то холодность, в чем-то резкость, меняется ситуация, вы будете пользоваться спросом. Видите, по 9 Пентаклей к вам будут относиться как к ценности, как к сокровищу, потому что вы здесь самодостаточны, к вам будут тянуться люди. Это будет говорить о перспективе проработки текущей ситуации, о тех блоках, которые вы будете устранять, чтобы выстроить личную жизнь. То есть это уже активная такая тяжелая работа над собой, которая принесет эти результаты. Если вы в любовных треугольниках, 4 чаши, рыцарь Пентаклей, вас утомила рутина. Вас утомило, что вам обещают золотые горы, ничего меняется, ситуация не двигается с мертвой точки. Как следствие, вы будете здесь капризничать, здесь будет накал страстей, выяснение взаимоотношений, но развитие союза здесь будет четко зависеть от мужчины. То есть если меня смотрит мужчина, вы здесь будете принимать решение, с кем остаться, с кем отношения разрывать. Если меня смотрит здесь женщина, вам нужно будет только принять решение мужчины и уже исходя из его решения понимать, как действовать дальше. Если вы в стабильных связях, 4 чаша отшельник — это ощущать себя одинокими, пусть даже в союзе. Потому что, допустим, партнер или партнерша заняты работой, хобби, рядом еще обязательств, как на вас не хватает времени. И вас это очень сильно огорчает и озадачивает. Так вот здесь это совместно работать над ситуацией, когда отношения, может быть, поблекли или в чем-то стали пресными, то есть уходить от этого состояния застоя и одиночества вдвоем. То есть активная будет работа над этой ситуацией. И совет. Совет по аркану Жрец. Это в первую очередь, как действовать традиционным путем, и вам откроется дорога, откроются новые возможности. В целом, это, знаете, как духовный и личностный рост. Меняйся, расти сам, обучайся новому, и у тебя откроются новые возможности, новые двери. Опять же, Жрец, поскольку традиционным путем, то есть это официальный брак, официальные отношения, это учеба, либо официальное открытие предприятия, официальная работа. Дальше это найти духовного наставника, учителя, путеводителя, тренера, специалиста, который поможет в решении каких-либо вопросов, психолога, который поможет вам понять первооснову конфликтов, либо каких-то неурядиц в вашем союзе. То есть человека, который вам откроет этот путь, эту дорогу. То есть читайте, изучайте, действуйте
Ищите тех экспертов, которые действительно вас наставят на путь истинный. Сейчас с вами посмотрим неожиданность периода. Так, что здесь? Женщина, звезды и сердце. Ну, мои хорошие, тут вопросы личной жизни, я думаю, видите. Знаете, как отношения мечта или любовь мечта. Для мужчин это обретение той женщины, которую вы давно искали, которая все-таки наполнит вашу жизнь яркими красками, и вы не будете ощущать себя пресно, зажато и в одиночестве. Если вы в стабильных союзах, это как раз наоборот восхитить свою даму, завоевать наново ее сердце. Если вы в любовных треугольниках, то это как надежды и мечты касаемо отношений, которые вам будут исполнены. Для девушек это ваша вот здесь надежда на таковые взаимоотношения, говорю, на любовь, как в кино. И видите, у вас здесь падает аркан Луна. То есть прислушайся к себе, проработай внутренние блоки, страхи, загони страху в глаза, проработай родовые установки. И тогда по аркану Рыба, да, вот Луна Рыба, ты получишь всю полноту, гамму чувств, гамму эмоций, укрепление взаимоотношений, переход их на новый уровень. Потому что Луна и Рыбы – это чувственная сторона вопроса. Это просто с головой уйти в любовь, в эмоции, вот это такое вот, знаете, в эту химию. И опять же, Луна и Рыбы для кого-то действительно может идти изменение гормонального фона за счет зачатия. Поэтому кто, возможно, планировал, дерзайте, у вас все получится. Вот такой у вас здесь месяц, очень яркий, очень насыщенный, поэтому вам исполнение мечты, пусть все ваши желания действительно, которые вы себе записали, запланировали, обдумываете, обязательно исполнятся. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, оставьте весточку относительно того, как для вас отыгрался данный расклад и данная информация. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Благодарю вас за просмотр, благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.